Весь регион связан с углем. Соответственно, все семьи связаны с углем. Люди, которые приходят сюда, восхищаются, как здесь люди работают, особенно те, кто впервые это видит. Можно принести пользу предприятию, а, естественно, если предприятию, то и пользу стране. Я считаю, что это лучшая молодежь. Это элита Российской Федерации. Рост экономики, исторический рывок в промышленности. Новому поколению России предстоит решать множество задач, достигать новых высот. Эти результаты основаны на традициях, на опыте старших поколений, тех, кто когда-то начинал процессы промышленной модернизации. Им на смену пришли они, инициативные, творческие, готовые писать новую, великую историю предприятий в своих городах, в своей стране. Кузница эффективных кадров. Новая смена. Кемеровская область. Индустриальное сердце России. Эту территорию природа щедро одарила полезными ископаемыми и удивительными по красоте ландшафтами. Здесь находится одно из самых крупных угольных месторождений мира. Именно поэтому регион получил второе официальное название – Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс. Это гигантский промышленный комплекс по добыче и переработке угля, железных руд и другого сырья для металлургии и стройиндустрии. Здесь эксплуатируются десятки шахт и угольных разрезов. Ведется производство кокса, важнейшего сырья для получения чугуна. И тоннами льется металл. Со времен освоения каменноугольного богатства региона прошло уже 3 столетия. Особым периодом в истории были годы Великой Отечественной войны, когда шахты Кузбасса день и ночь снабжали страну необходимым углем и металлом. Сразу несколько городов Кемеровской области носят звание «Город трудовой доблести и славы». Среди них Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск. Прокопьевск – старейший город Кузбасса. В первый же день Великой Отечественной войны на здешние шахты пришло более 80 жен горняков помогать мужьям на откатке угля и очистке горных выработок. А когда мужчины ушли на фронт, женщины заменили их, став горными мастерами, забойщицами, запальщицами, машинистами. Они не боялись многодневной тяжелой работы, зная, что этот труд ради победы. За время войны добыча угля в Кузбассе выросла почти на 8 миллионов тонн в год. А доля в общесоюзной угледобыче повысилась с 13,8% до почти 21%. Кузбасс в те годы стал главным поставщиком угля, металла и военной продукции. Из выплавленной здесь стали построили 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов. Родился я в городе Прокопьевске, учился в Прокопьевском горном техникуме, специальности маршейдер. Маршейдер – это человек, который осуществляет замеры горных выработок, замеры объемов, задания направления выработок. 2018 года по сегодняшний день я работаю техническим директором. Когда я приезжаю на открытые работы, мы встречаемся с главным инженером, с директором предприятия, зам по производству, смотрим контроль выполнения плановых направлений, месячных направлений, квартальных, годовых, смотрим за состоянием промышленной безопасности, обсуждаем дальнейшие направления, какие-то оперативные изменения, может быть, вносим в работе.
В Прокопьевске, небольшом городе с огромной трудовой историей, работает угледобывающая компания «Мелтек», производитель конкурентной продукции мирового уровня. Наша компания состоит из 5 угольных разрезов, одной обогатительной фабрики. Запасы нашей компании составляют более 365 миллионов тонн. Глубина данного карьера составляет более 250 метров, что можно сравнить со 100-этажным небоскребом. На данном предприятии отрабатывается 15 угольных пластов. Балансовые запасы предприятия составляют более 40 миллионов тонн, что обеспечит работу предприятия более чем на 20 лет. Чтобы находиться в строю успешных угольных компаний региона, «Мелтек» проводит комплексное развитие своих предприятий, оснащается материальная база, приобретается современная техника. Сейчас, конечно, процесс технологически изменился. Сейчас более современная техника, высокопроизводительная. Но новая техника, естественно, комфортные условия, емкость ковша больше. Увеличилась также кубатура перевозки. Гораздо проще стало работать. Я пришел ровно 9,5 лет назад зарабатывать. Устроился на разрез. Сначала помощником сюда. Помаленьку освоил машиниста профессию. Так и работаю. Когда я выбирал профессию, наверное, больше руководствовался какими-то советами родителей, родственников. Дядя у меня родной учился на маршейдера. Дед у меня работал на шахте Тырганской, буквально в 100 метрах отсюда. Второй дед работал начальником мехцеха на шахте Зименко, это километр отсюда. То есть весь регион связан с углем. Соответственно, все семьи связаны с углем. Кузбасс уникален по разнообразию марок углей и геологическим условиям залегания угольных пластов. Уголь, как драгоценность, разделяют, извлекая все ценные компоненты, классифицируют, сушат. С разреза уголь попадает на обогатительную фабрику. Кстати, ей в следующем году исполняется 70 лет. Далее сырье проходит все этапы обогащения. Мы снижаем зольность и влагу. Далее готовый концентрат отправляется потребителю. Обогатительная фабрика полностью обеспечивает переработкой Прокопьевский угольный разрез, плюс небольшой объем Степановского разреза Сибэнергоугля. Ежемесячно на фабрику завозится более 130 тысяч тонн угля. Компания развивается, планирует свое будущее. И здесь всегда рады молодежи, чтобы передать ей весь накопленный опыт. Должна быть, конечно, преемственность поколений, смена, чтобы мы уже, которые будем уходить в ближайшее время на пенсию, передавали опыт нашим молодым специалистам. Ребята приходят с техникумов и с институтов, они, скажем так, знают только теорию, да, теоретические процессы обогащения, что там должно войти, что должно получиться по теории. Ну, на практике это все бывает по-разному, поэтому здесь их уже как бы доподготавливаем, и получается нормальный, грамотный специалист. Помимо работы у меня есть небольшое хобби, это горный снегоход. Стараюсь не пропускать. В выходные мы ездим в Кузбасс, Лужба, это Шерегеш. Отключаюсь, в принципе, от каких-то рабочих моментов. Стараюсь все равно этот день посвятить отдыху. Наша страна входит в число мировых лидеров по запасам угля, его добыче и экспорту. Во многом это заслуга Кузбасса, где добывают около 50% черного золота России. Люди рабочих профессий – это основа экономики Российской Федерации. Именно они развивают наши заводы, наши фабрики, создают нашу промышленность. Они создают новые технологии. Это люди, без которых наша страна не сможет быстро, энергично развиваться и создавать конкуренцию на мировом рынке. Без этих людей мы не сможем выполнить поставленную задачу президентом, занять в новом мироустройстве достойное России положение как великой державы. Столица Кузбасса – город Кемерово.
Крупный индустриальный центр, где развиты энергетика, машиностроение и химическое производство. А начиналась мощная промышленная индустрия с одного из старейших градообразующих предприятий – Кемеровского коксохимического завода. Акционерное общество «Кокс» в 2024 году отметило вековой юбилей. За 100 лет небольшое предприятие основало гигантский промышленно-металлургический холдинг. В период Великой Отечественной войны здесь начали производить электродный кокс для строительства самолетов. В те годы с коксохима на фронт ушло больше 2000 заводчан, а те, кто остался нести вахту у коксовых батарей, обеспечивали оборонную промышленность страны коксом, вытачивали корпуса гранат, собирали средства на строительство авиационной эскадрильи. В наши дни ПАО «Кокс» – крупнейший в России производитель товарного кокса. Город Кемерово – это столица Шахтерского края. Сейчас проходит его интенсивное развитие. Строятся новые микрорайоны, парки. В свое время сказали, что завод находится в черте города. Но мы знаем, что город расширяется, и город влился в черту завода. Смотря на завод со стороны, я вижу, что это красиво. И еще говорят, что у нас завод по производству облаков. Завод работает, значит, есть уверенность в завтрашнем дне. Кемеровский завод является одним из самых экологически чистых коксохимических производств в мире. Кокс – это каменный уголь, переработанный при высокой температуре без доступа кислорода. Уголь приходит на завод, где в углеподготовительном цехе происходит его разгрузка и дальнейшая подача именно на коксовые батареи. За мной находится углезагрузочный вагон, где шахта, подаваемая в камеру коксования, достигает температуры 1050 градусов и в дальнейшем отгружается потребителю. Коксование – сложный процесс переработки, но на коксохиме об этом говорят просто. Такое производство ни с чем нельзя сравнить, оно единственное в мире. Но если женщины на кухне готовят пироги, то мужчины, как брутально мужская профессия коксохимика, выдают металлургический кокс. Он и называется пирогом, который готовится в печи определенное количество времени до полной готовности. Такой кокс, как у нас, единственный в России по качеству. Сейчас мы с вами наблюдаем операцию выдачи кокса из печи. Коксовыталкивающая штанга выдала кокс, где дальше тушильный вагон едет и тушит кокс. Помню это первое ощущение и тот восторг, когда происходила выдача коксового пирога на коксовой батарее номер 5. Рот разевал, то есть было все это вау. Впечатления незабываемые, они на всю жизнь отложились в памяти. Благодаря такой обработке уголь превращается в твердую пористую массу, из которой удалены летучие вещества и все лишние примеси. Это и есть рецепт идеального топлива, крайне необходимого металлургической промышленности для выплавки чугуна. Я по образованию химик-технолог. Когда учился, завод предоставлял место именно на летний период каникул. Работал добросовестно, руководство труд мой оценило, и я стал стажироваться на мастера по регулировке обогрева коксовых печей, занят на горячих участках работ. У меня в подчинении находится 23 человека. Доброе утро. Смену принял. Выдача готов. Кто? К-38? Коксовый готов. А это мое рабочее место, где я контролирую температурный гидравлический режим коксовых батарей. Слежу за расходом коксового газа и вношу изменения в журнал. Ежегодно завод выпускает порядка 2,5 миллионов тонн кокса, которые используют в качестве топлива для доменных печей. Бензол и каменноугольная смола являются сырьем для химической промышленности. На предприятии трудятся порядка 80 профессиональных династий. С отцом и братом мы постоянно пересекаемся. Так как мы работаем в подразделении газовой группы, отец работает слесарем-ремонтником, брат работает газовщиком коксовых печей, а я работаю мастером по обогреву. Когда пошли они от завода учиться, я уже думал, что они придут на завод. Когда я это понял, что они будут здесь,
радость рядом. Все-таки где-то посмотришь за ним, что-то подскажешь. Сейчас они, мне кажется, уже не нуждаются в моих советах. Они уже сами добились большего, чем я. Я горжусь своими сыновьями. После трудоустройства на предприятии ни дня не пожалел об этом. Большой коллектив – это постоянно новая технология, что-то можно усовершенствовать, принести пользу предприятию, а, естественно, если предприятию, то и пользу стране. Молодежь приходит ежегодно, приходит постоянно. Очень важно, когда приходит молодежь, это новые идеи, новые мысли, новые движения. У нас очень серьезная социальная политика, очень серьезно спорт развит во всех направлениях. Молодежь везде показывает себя, развивает, делится идеями, и мы передаем знания от поколения в поколение. Мое хобби, которое до сих пор поддерживаю, это баскетбол. Заниматься я им начал еще со школьной скамьи. Я выступаю за сборную коксового цеха, где мы занимаем призовые места из года в год. На площадке я, естественно, атакующий. Если проводить параллели работы и спорта, то здесь именно заключается умственная часть. Нужно думать тактически на несколько месяцев, а может быть и года вперед. Планировать работы, усовершенствовать технологии, чтобы облегчить труд рабочего персонала. Мое призвание – это Кемеровский коксохим. Я считаю, что это лучшая молодежь. Лучшая молодежь, которая остается и работает, и учится там, где они родились. Посвящает свою жизнь родному городу, родному региону. Это элита Российской Федерации. Еще один город трудовой доблести – Новокузнецк, расположенный на юге Кемеровской области. Крупнейший по площади и второй по численности город Кузбасса. Мощный индустриальный центр Сибири, где находится сталелитейный гигант – Западносибирский металлургический комбинат. Сталелитейное производство в Кузбассе началось еще в 1929 году, когда построили Кузнецкий металлургический комбинат. Об этом даже писал поэт Владимир Маяковский. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». В годы Великой Отечественной войны здесь, как могли, приближали победу. Произвели порядка 6 миллионов тонн чугуна, свыше 8 миллионов тонн стали. А затем в 1964-м появился и второй завод – Западносибирский металлургический комбинат. На грандиозной стройке одновременно работало 13 тысяч человек. Рекорд для Западной Сибири. Сегодня оба предприятия объединены в единый горно-металлургический холдинг «Евраз», где производят металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Первый раз, когда я увидел масштабы предприятия, это было на 3-м курсе на практике в техникуме. Нас привезли сюда студентами. Конечно, масштабы тогда поразили нас. Работает огромное количество людей, построек. Можно сказать, город в городе находится. Когда я отучился, сразу же призвался в армию, отслужил. Пришел с армии, нужно было устраиваться куда-то, идти работать. Подал документы на работу, предложили профессию горнового. Наше предприятие – градообразующее предприятие. Выбор был очевиден у него. У Константина есть целеустремленность и любознательность. Он ищет новых знаний, и у него это получается. В доменном цехе здесь должны работать железные люди и горячие люди, потому что это горячее производство. Сейчас мы находимся на литейном дворе, где происходит выпуск продуктов плавки. Основная работа приходится на горновых доменных печи.
Еще год назад я и сам работал в профессии горновой. То есть следил за разделением продуктов плавки и развивал шлак, чугун. Вся работа проходила на литейном дворе, непосредственно с горячим металлом. Открытие, закрытие выпусков продуктов плавки, провожание желобов. Главный процесс происходит здесь, в доменной печи. На выходе мы получаем жидкий шлак и чугун. Шлак забирает на себя все вредные примеси. И далее с помощью распределителя сифонного типа мы отделяем шлак от чугуна и отправляем уже чистый металл для дальнейшего передела. Доменный цех – это ключевое подразделение, законодатель, в принципе, жизнедеятельности комбината. Без чугуна дальнейшего развития, в принципе, производства не существует. За 60 лет мы прошли серьезный путь с точки зрения развития, совершенствования технологий доменного производства. На сегодняшний день коллектив доменного цеха вышел на уникальные показатели для доменщиков Российской Федерации, да и, в принципе, мировой практики доменного производства. Мы достигли снижения расхода кокса до 350-360 килограмм на тонну чугуна. Западносибирский металлургический комбинат – ведущий производитель рельсов для железнодорожных магистралей, метрополитенов и трамвайных путей в России и СНГ. Один из крупнейших в стране производителей сортового проката, арматуры, квадратной и круглой заготовки. Продукцию Евраза реализуют в России и других странах. А это уже кислородный конвертерный цех, в котором жидкий чугун превращается в сталь. Разливается, затем отрезается, охлаждается и отправляется потребителю. Сейчас моя должность – это газовщик доменной печи. Основная, так сказать, работа – это управление параметрами доменной печи. Здравствуйте. Третья доменная печь. Кислород закройте 1000. Спасибо. И обходы, и осмотр воздушных приборов. Там мы визуально, то есть видим, можно сказать, внутри, как работает доменная печь, очаг горения. Мы к доменным печам относимся по-особенному. Они для нас, точно могу заявить, одушевленные. Это, грубо говоря, 3 наших дамы, девушки, которых мы любим, ценим, уважаем. Чтобы работать в доменном производстве, необходимо, наверное, прежде всего точно желание и полюбить доменные печи. А все остальное в моих руках и в руках моей линейки руководителей. Да, много технологий, инноваций реализовано, но работа на самом деле на сегодняшний день из категории непростых. Но в этом и своя красота, и прелесть. После смены парни, девчонки идут на самом деле с высоко поднятой головой. Мы доменщики. И мы не просто так смену 12 часов провели. Мы отдали часть себя нашим красавицам доменным печам. Я женат, не так давно появилась маленькая дочка. Ну, радости, конечно, нет предела. Первый ребенок все-таки. С работы, можно сказать, бежишь бегом домой, скорее увидеть. Парк у нас рядом с домом, есть тоже красивые места. Ежедневно там гуляем с женой, с ребенком. Ну, честно, мурашки по коже, когда вот это слышишь, как она болтает, как она улыбается, видишь ее улыбку. Хочется, конечно же, быть самым лучшим отцом для нее, сделать все для нее, чтобы она была счастливым, успешным человеком. На сегодня Кузбасс входит в десятку топ-лучших регионов страны как раз по трудоустройству выпускников средних профессиональных образований. На сегодня потребность у предприятий в таких специалистах колоссальная. Мы создаем все условия для того, чтобы молодежь шла на эти специальности, их получала.
Новые времена ставят новые интересные задачи. Передовое оборудование, прогресс и при этом возможность получить неоценимые знания наставников – это уже не перспектива, а реальность для тех, кто сегодня выбирает рабочие специальности. Интересно само производство, как происходит добыча угля. Я люблю свою работу. С большим удовольствием сюда прихожу. Металлургия – это то, чем мы живем. Здесь есть уверенность в завтрашнем дне. Молодежное предприятие – это надежный вклад в развитие будущего завода и страны.